Зачем покупать дорогие торты, если из самых простых продуктов можно приготовить такой нежный десерт? Быстро, бюджетно и очень вкусно. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Описание рецепта я вставлю под видео. Начинаем приготовление с крема. В миску разбиваю 2 яйца. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Всыпаем 100 граммов сахара. Добавляем щепотку соли для баланса вкуса. Все хорошо перемешиваем до растворения сахара и соли. Далее начинаем постепенно вводить муку. Всего нам понадобится 4 столовые ложки. Это около 60 граммов. Добавляем по одной ложке и каждый раз тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Сначала первую ложку хорошо размешали, потом вторую, третью и четвертую. После этого добавляю 2 столовые ложки крахмала. Это около 25 граммов. И снова все хорошенько перемешиваю. Теперь вливаю молоко. Для начала совсем немного, буквально чуть-чуть, чтобы развести массу. Далее добавляем немного ванилина для аромата и вкуса. Теперь вливаем оставшееся молоко. Все хорошо перемешиваем до однородности. Отправляю нашу чашку с кремом на огонь. С этого момента от плиты не отходим. Варим крем непрерывно и хорошо помешивая его венчиком от самого дна, чтобы ничего не пригорело. Внимательно следим за массой. Как только на поверхности появляются первые характерные пузырьки и крем начинает булькать, сразу же выключаем огонь и снимаем с плиты. И под конец в горячий крем добавляем сливочное масло. Размешиваем, пока оно полностью не растопится. Наш крем готов. Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем охлаждаться. Можно также оставить крем на ночь в холодильнике. Этот крем я приготовила заранее и оставила остывать. А сейчас приготовим корж. В миску разбиваю 3 яйца. Добавляю 120 граммов сахара. 300 миллилитров кефира. Кефир у меня домашний, поэтому он с такими комочками. Щепотка соли для баланса вкуса. Теперь все хорошенько перемешиваем до однородности. Вливаем растопленное масло. Можно использовать сливочные, растительные или маргарин. Добавляем 300 грамм муки. Одну чайную ложку соды. С помощью кефира сода сама погасится. Вливая одну чайную ложку уксуса 9%. Вы можете этого не делать, так как в кефире уже есть кислота. Думаю, так корж получится более пышным. Теперь все хорошенько перемешиваем до однородности. Вот такое тесто у вас должно получиться. Густая, как сметана. Эти маленькие комочки, которые вы видите,
Это у меня осталось от кефира. Добавляю 50 граммов рубленых грецких орехов. Они придают торту приятный вкус и легкую хрустящую нотку. Теперь хорошенько перемешиваем. Готовое тесто выливаю на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределяю. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. Готовность обязательно проверяю деревянной шпажкой или палочкой. Если она выходит сухой, значит корж готов. Пока наш корж еще теплый, убираю бумагу. Вот такой толщины у нас получился наш корж. Обрезаю края со всех 4 сторон. Обрезки не выбрасывай, они нам еще понадобятся для посыпки. Обрезки измельчаю с помощью измельчителя. Теперь разрезаю корж пополам. Затем каждую часть аккуратно разрезаю вдоль на 2 более тонких коржа. В итоге получается 4 нежных коржа для нашего торта. К этому времени заварной крем уже полностью остыл. Я его вытащила только что из холодильника. Вот такая текстура у нас получилась. Очень нежная и густая. Начинаю собирать торт. Каждый корж щедро смазываю кремом, распределяя его по всей поверхности. На каждый корж я кладу 2 столовые ложки крема с горкой. Так собираю весь торт слой за слоем. Посыпаю крошкой верх и бока торта. Этот торт можно есть сразу после приготовления. Но если оставить его на несколько часов или на ночь в холодильнике, коржи еще лучше пропитаются кремом и станут еще вкуснее. Я решила разрезать его сразу, поэтому видно, что крем еще немного выходит по краям. Посмотрите, какой красивый разрез получился. Давайте попробуем. Очень нежный, мягкий и по-настоящему домашний торт, а главное, готовится из простых и доступных продуктов. Спасибо, что готовили вместе со мной. Пусть в вашем доме всегда будет уют, тепло и аромат свежей выпечки. Желаю вам и вашим близким здоровья, мира, благополучия и как можно больше счастливых моментов за семейным столом. До встречи в следующем рецепте. Ассаляму алейкум.